Привет всем, кроме рашистов. Это «Америка на троих», канал о жизни в США, Канаде и Мексике глазами бывших российских журналистов, а ныне иммигрантов в этих странах. Меня зовут Сергей Куропов, Канада, провинция Онтарио, город Виндзор. Это первое видео на канале, и в наших первых видео мы расскажем, собственно, кто мы вообще такие, что нас объединяет, какой у нас бэкграунд, какое у нас прошлое, и как мы вообще дошли до жизни такой, как мы оказались за тысячи километров от страны происхождения, что стало причиной этого, какая цепочка событий этому предшествовала. И, собственно, как мы строим новую жизнь, чем мы на американском континенте занимаемся, с каким настроением смотрим в будущее. Первые три видео от меня, от Антона и от Гены именно такие вводные, ознакомительные, самопрезентационные. Поехали! Мне повезло больше других. Большинство людей на планете живут всего лишь одну жизнь. Я живу уже третью. И не факт, что последнюю. Моя первая жизнь началась в Москве в июне 1983-го. Обычная рабочая семья, квартира в спальном районе на окраине Москвы. Сначала жили в Крылатском, потом в Митино. Школа, журфак, работа на российском ТВ. Сергей Куропов, тележурналист-репортер. Стаж работы в СМИ 10 лет. Умеет и любит добывать информацию. Репортаж Сергея Куропова. Рассказывает Сергей Куропов. И где спасение? Расследование Сергея Куропова. Вот недавно, уже здесь, в Канаде, меня спросили, а где, собственно, я работал, на каких телеканалах, в каких программах. И я, что называется, подвис. Да, для меня действительно очень сложно вспомнить, где я работал, потому что это было настолько давно. Да, вот, для меня это уже даже не прошлая жизнь, это позапрошлая жизнь. И вспомнить эти названия этих каналов, этих программ я смог только вот погуглив собственное имя, там, найдя где-то собственные репортажи. Юрий Михайлович пришел в свой теперь уже бывший рабочий кабинет, забрал личные вещи и, как выразились некоторые СМИ, отбыл в неизвестном направлении. Чувствую ли я вину за то, что я работал на Рос-ТВ? Безусловно, да. Несмотря на то, что я уехал еще в 2014-м, сразу после Крымнаша, несмотря на то, что уже 10-й год никакого отношения к РФ и тем более к российскому ТВ не имею, за все эти годы я не заплатил этим сволочам ни копейки налогов, я не купил ни одного российского продукта, несмотря на то, что я поддерживаю Украину и по мере сил помогаю Украине, ну как минимум там, донатами украинской армии. Несмотря на все это, да, я, тем не менее, все равно, конечно, испытываю свою часть вины, я ее не отрицаю, я ее не преуменьшаю, впрочем, и не преувеличиваю. Я виноват, ну, наверное, ровно так же, как и все миллионы жителей той страны. Для меня РФ это уже даже не эта страна, вот как ее принято называть тролль для патриотов, да, эта страна. Для меня это уже даже не эта страна, это та страна. Смутное и неприятное воспоминание. Ночной кошмар. Морок. Таким образом, она приобщает московских бомжей к политической культуре России. Бродяги смотрят прямую линию с премьер-министром, не отрываясь. Такое общее решение может быть найдено. Тоже постепенно выселят от Нет, ребята, она правильно говорит. Совершенно верно. Когда стало окончательно понятно, что пора валить? Ну, пожалуй, что в декабре 2011-го, да, на Болотной, на проспекте Сахарова, на оппозиционных митингах. Вот, как говорит один известный публицист, ах, какой теплый декабрь был в 2011 году. Выходят на улицу люди, поддерживающие абсолютно разные политические движения, имеющие самые разные политические взгляды. Таким образом, сегодня в Москве полный плюрализм мнений и торжество гражданской позиции. Сергей Удальцов сказал, что здесь присутствует 100 тысяч человек. Сразу же выступавший за ним лидер Левого фронта Илья Пономарев сказал, что 200 тысяч человек. А вот московская полиция насчитала всего 22 тысячи. В фашизации РФ каждый видит свою точку невозврата. Ну, для кого-то это там, приход Путина на третий срок.
для кого-то это фиаско Болотной, для третьих это гибель малазийского Боинга, для четвертых это убийство Немцова. Но для меня вот такой критической чертой стало событие, на первый взгляд, малозначительное, но вот именно в нем я увидел то, что все, да, последняя красная черта пройдена, РФ окончательно превращается в фашистское государство. Это было 23 февраля 2012 года. Я очень хорошо помню эту дату. Это было выступление Путина в Лужниках на митинге сторонников, на так называемом Путинге, где он читал стихи Лермонтова «Бородино». Умрем-те ж под Москвой, как наши братья умирали, и умереть мы обещали, и клятву верности сдержали. Мы в Бородинский бой. Битва за Россию продолжается. Я своими глазами видел людей, у которых текли слезы из глаз, и они подхватывали такие: «Умрем, Владимир Владимирович, умрем под Москвой, если надо будет». Я видел каких-то женщин, странных матерей, которые поднимали над толпой своих детей, и эти матери скандировали: «И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали». Дети махали трехцветными флажками, а лица их светились счастьем, так же, как и лица их матерей. Вот, собственно, возможно, что сейчас именно эти дети гибнут где-нибудь под Бахмутом. Да, прошло как раз с того момента уже 11 лет. Я был на том Путинге в качестве корреспондента тогда еще. Что это? Искренняя народная любовь к национальному лидеру или возвращение старых социалистических традиций, когда сотрудников госпредприятий по разнарядке гоняли на демонстрации? Кстати, термин «ватники» вошел в обиход массовый именно после этого Путинга 23 февраля 2012 года. Идеологическое расслоение общества на ватников и не ватников, да, произошло прямо там, на моих же глазах, в моей же съемочной группе. Мой оператор, нормальных взглядов человек, и мой ассистент, звуковик, ватник. Вот они с оператором просто чуть не подрались, да, потому что ассистент там говорил: «Да, Владимир Владимирович, умрем, если надо будет». А оператор говорил: «Ты что, ты с ума что ли сошел? Ну что за пафос, мать твою? Не собираюсь я умирать за Путина». И, в общем, они прям таки серьезно рассорились, попросили не ставить их в одну съемочную группу впредь. Я в том споре не примкнул ни к одной из сторон. Я сидел, обхватив голову руками, терзаемый каким-то смутным чувством, что надвигается что-то страшное. Как выяснилось, я не ошибался. Мы победим, но нам с вами недостаточно победить на этих выборах. Мы с вами должны смотреть дальше. Именно тогда я принял окончательное решение уехать из России. Окончательное и бесповоротное. Ну а в 2014 случился Крым наш, и страна, и так слабая головой, сошла с ума окончательно. Люди, даже знакомые, такие вот окружающие люди, большей частью превратились в агрессивных имперских зомби. И с этого момента находиться в РФ стало не просто некомфортно, а опасно. Я сталкивался с рашистами на каждом шагу. Вот я помню, консьержка в подъезде встречала меня таким лозунгом «Слава России», да, каждый день, когда там я уходил на работу или приходил с работы. Водители моей съемочной группы врубали пропагандистское радио там, и похохатывали, крутя баранку. Классно, мы этим х**лам опять навтыкали. И как бы на любые требования там выключить пропаганду, они говорили: ты что,
ты типа на государственном телевидении работаешь и там против политики Владимира Владимировича Путина. Операторы, ассистенты вот из обычных парней из городских окраин превратились внезапно в таких имперских зомби, с которыми было просто не о чем разговаривать. Помню коллегу, который набросился на меня, просто вот физически набросился на улице Правды, да, коллега, журналист из российской газеты, пропагандист, который там, прочитав мой пост в Фейсбуке, просто реально с кулаками на меня набросился, там, с криком: «Ты чё там, война идет, ты на чьей стороне, вражина?» Вот, ну и стало понятно, что возможностей оставаться в этой стране все уже нет никаких. К сожалению или к счастью, я не сумел абстрагироваться. Вот я помню, что я спорил с каждым рашистом, я что-то пытался там доказывать, я волновался, нервничал по этому поводу. Я пытался там демонстрировать им какие-то новости не из пропагандистских источников, а из там каких-то уважаемых международных ресурсов. И просто в определенный момент я понял, что это все без толку. Ими движет просто слепая вера, да, вера в собственную исключительность, в собственную избранность. Ну, да, такая типичная фашистская вера. А ведь тогда, надо заметить, все только начиналось. Вот в апреле 2014, когда я уехал, да, Крым уже отжали, но полноценная бойня на Донбассе еще не началась. Одесский дом профсоюзов еще не сгорел. Славянского мальчика еще не распяли, в кавычках. Да, то есть, да, и Боинг, опять же, еще не упал. То есть, все только начиналось, но уже тогда становилось невыносимо душно и парализующе страшно. Я очень хорошо помню день, когда я взял билеты в один конец во Вьетнам и уволился с работы. Вообще, что касается работы, от политических репортажей меня отстранили еще в 2012-м. Главные цели рыбаков – это плотвичка, карасики, окунь. Вообще плавание с дельфинами – это прежде всего курс психологической реабилитации. Между прочим, этот лягушачий оркестр фактически находится на иностранных гастролях. Дело в том, что эти лягушки не совсем российские. Правда, живут здесь не сотни и даже не десятки кошек, а всего лишь 3. Но зато очень дружелюбные. За неблагонадежность, да, за то, что я там не был таким уж совсем упоротым, откровенным ватником, я отказывался быть пропагандистом. И меня перевели там на какую-то странную работу, я снимал что-то про московскую экологию. Раньше эта территория представляла огромную пожарную опасность. В 2010-м именно здесь находились основные очаги подмосковных пожаров. Но вот на этом участке будет воссоздана природа средней полосы России. Здесь появится болото, пруд, лужайка и даже сосновый бор. Есть такая экологическая шутка «Сохрани дерево, убей бобра». Здесь ее перефразировали. Лозунг фестиваля «Сдай батарейку, спаси 2 ежей». Вторая программа, какая-то развлекательная программа про армию. Что-то на вроде армейского магазина, там со смешной, комичной ведущей. Добрый день, меня зовут Ирина Ортман, и это программа «Военное обозрение». Даже в этих сегментах, совершенно не политических, да, в апреле 2014-го пропаганда добралась в том числе и до них. Вот на экологической программе, я это очень хорошо помню, мне сказали: на этой неделе ты будешь снимать клумбу какую-то московскую, которую высадили в форме полуострова Крым и высадили цветы, значит, в виде надписи «Русский Крым». Я сказал спасибо, да, где можно заявление написать на увольнение, и, собственно, ушел. И вот в этот же день ведущая той второй программы про армию развлекательной пришла на съемку в майке. Может быть, помните, были такие модные у рашистов майки, вежливые люди, да, и Путин такой в темных очках. И я говорю: кто тебе сказал это надеть вообще? Она говорит: шеф-редактор. Вот шеф-редактор нашей программы, значит, сказал, что теперь мы снимаемся вот в такой униформе. Я сказал: ну окей, ладно, снимайтесь без меня. Вот. И как раз этим вечером, вот я очень хорошо помню, я уже забронировал билеты во Вьетнам в один конец.
И с этого момента, апрель 2014 года, начинается моя вторая жизнь, которая продолжалась почти 9 лет, до января 2023 года. Жизнь во Вьетнаме. Почему именно во Вьетнам? Потому что из всех азиатских стран, а я хотел жить именно в Азии, Вьетнам, на мой взгляд, самая приемлемая для постоянного проживания страна в Азии. Климат, море, цены, визовый режим, фрукты, морепродукты и просто психологическая обстановка в стране очень приятная. В тот момент было не столь важно куда, сколь важно откуда, да? Оттуда. Важнее всего было свалить из РФ. Почему я выбрал его? Потому что я все-таки знал страну. Я отдыхал там в качестве туриста за год до этого. Не имел такое общее представление о стране. Сейчас, спустя годы, конечно, решение поехать во Вьетнам, кажется, мягко говоря, недальновидным, да, учитывая то, что случилось впоследствии. Но тогда это казалось вполне нормальным. И вообще Вьетнам изначально рассматривался мною как такой временный, перевалочный пункт. Но так получилось, что я там прижился. И где-то спустя 2 года, да, в 2016-м, я уже был уверен, что проживу там всю жизнь. У меня была классная работа гидом. Дорогие друзья, в Ничанге я работаю гидом-экскурсоводом. Я живу здесь уже много лет и знаю эту страну как свои 5 пальцев. Если вы хотите попасть на нестандартную, а авторскую экскурсию, мою экскурсию с русским вьетнамцем Сергеем Куроповым, то связывайтесь. Я отлично зарабатывал, у меня было множество туристов, с которыми я ездил в самые красивые места страны. И сегодня я покажу вам самый красивый город Вьетнама – Далат. Я вел собственный канал на YouTube, который стал достаточно популярен. У него было 20 тысяч подписчиков. Канал True Vietnam. Привет, это True Vietnam. Блог о живом, настоящем, неподдельном Вьетнаме. True Vietnam. True Vietnam. Когда в 2020-м началась пандемия, туризм прекратился, я не растерялся, я перепрофилировался и начал работать учителем английского для вьетнамских детей и подростков во вьетнамских детских садах и школах и разного рода курсах. Elephant. Snake. Lion. No, lion. It's a tiger. Yes, lion. Zebra. Tiger. Okay. Well done. I'm happy. I'm happy. Clap your hands. Clap your hands. I'm angry. I'm angry. Stomp your feet. Stomp your feet. I'm sleepy. Take a nap. Short. Tall. Cola. Great. Pizza. Rice. Goodbye, teacher. Учитель начинает свой урок, и все вокруг как будто замирает. Но самое главное, за эти годы я нашел свою, что называется, вторую половинку, да, как это принято говорить. Я женился на вьетнамке Тао. Sau khi chuyển đến Việt Nam, после переезда во Вьетнам главной проблемой для меня стал языковой барьер. Я не знал ни слова по-вьетнамски, никто меня не понимал, все отмахивались от меня. Надо бы выучить хотя бы несколько фраз, хотя бы начальную базу вьетнамского языка, подумал я. А для этого нужен учитель, а лучше учительница. Giáo viên nữ tốt hơn.
Поначалу я был крайне удивлен. Я ждал серьезную, строгую возрастную даму, а пришла юная привлекательная цыпа. Конечно же, я был плохим учеником. Тупил на уроках, не выполнял домашних заданий и все время глазел на Тхао влюбленными глазами. Она же проявила все свое терпение и мастерство, чтобы научить даже такого плохого студента, как я, достаточно сносно болтать по-вьетнамски. Ngay cả những học sinh kém như tôi. Chúng tôi trở thành những người bạn tốt nhất. Мы стали лучшими друзьями. Все свободное время, даже вне уроков, мы проводили вместе. Я не мог жить без Тхао и ее уроков. И однажды мы стали ближе, чем ученик и учительница. Với giáo viên và học sinh. Сегодня я самый счастливый человек на свете, благодаря моей Тхао. Тхао Котой. У нас родились две дочки, София в 2016 и Вика в 2021. Папа русский, мама вьетнамка. На кого похожа София, вы можете судить сами. Кстати, вьетнамцы всегда говорят, что у Софии европейская внешность, а русские наоборот, что она больше похожа на вьетнамку. Люди чаще замечают и придают значение не привычным признакам, а именно расовым различиям. Ну что ж, мы не против, пускай для русских она будет вьетнамкой, а для вьетнамцев – русской. В общем, это была нормальная, семейная, счастливая, беззаботная жизнь. И продолжалась она до 24 февраля 2022 года, до того дня, который располовинил жизнь, который фактически перечеркнул старую жизнь. С первого же дня вторжения России в Украину я начал писать в Фейсбуке все, что я об этом думаю.
Ну, а в итоге вот все, к чему это привело, да, привело это к тому, что теперь я здесь, в Канаде. О том, что произошло в течение года после войны, я уже достаточно подробно рассказывал и показывал на своем предыдущем канале. Есть смысл просто повторить то, что я уже показал ранее, может быть, кто-то этого не видел. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, розвеселимо. Привет всем хорошим людям, всем, кроме рашистов, потому что рашистское отребье приветствия недостойно. Меня зовут Сергей Куропов. Я знаком зрителям этого канала по роду своей деятельности во Вьетнаме, где я жил 9 лет и всячески популяризировал эту страну, Вьетнам, для русскоязычных зрителей. Канал True Vietnam в моем лице молчал почти целый год, вот до настоящего момента, потому что рот мой был заткнут кляпом. За этот год, худший год в моей жизни, самый страшный год в моей жизни, в моей судьбе произошли радикальные перемены. Как видите, я уже не во Вьетнаме. Из Вьетнама мне пришлось уехать. При этом не просто уехать, а фактически бежать, спасаться, эвакуироваться. При этом бежать не от Вьетнама, из Вьетнама, а от России, которая потребовала у вьетнамских властей моей экстрадиции за то, что я открыто и активно поддерживаю Украину. Пришлось бежать от обезумевшей фашистской, террористической, так называемой родины, пропади она пропадом, откуда я уехал еще 9 лет назад, в 2014 году, но которая никак не может меня забыть и тянет свои поганые кровавые клешни ко мне на другие континенты за 1000 километров. В результате, спасаясь от террористического государства РФ, я оказался вот тут. Канада, провинция Онтарио, город Виндзор. Я сейчас в Канаде, а за моей спиной речка Детройт. Город Детройт, штат Мичиган, Соединенные Штаты Америки. И вот отсюда, из самого сердца свободного мира, с границы двух свободных государств, я хочу продемонстрировать рашистскому режиму, фашистскому государству РФ и лично Владимиру Владимировичу Путину, бункерному деду, более известному как Хуйло, вот такой жест. В июне 2022 года Россия прислала властям Вьетнама официальный запрос о моей экстрадиции за посты в Фейсбуке, где я фиксировал общеизвестные факты, да, российские военные преступления в Украине. На меня завели уголовное дело и потребовали у Вьетнама, значит, выслать им на съедение. Реакция Вьетнама на этот запрос была, мягко говоря, неоднозначно. У меня отобрали карту резидента, то есть лишили меня документа, который вообще главный документ экспата, да, который подтверждал легальность моего нахождения во Вьетнаме. Без карты резидента вы не можете легально работать, вы не можете пользоваться банковской картой, вы не можете перемещаться по стране, потому что даже в отель вас не пустят. И самое главное, вы не можете покинуть страну без специального разрешения, без выездной визы. И мне строго-настрого запретили что-либо писать или говорить публично о войне. Меня постоянно вызывали на разные беседы и недвусмысленно напоминали, что вот между Вьетнамом и Россией есть договор об экстрадиции. И в любой момент, значит, меня могут отправить в Мордор к Путину. Что особенно примечательно, мне не предъявляли никаких обвинений. Вообще не говорили, какие законы Вьетнама я, по их мнению, нарушил. То есть вот просто кошмарили. И самое главное, мне отказали во Вьетнаме в политическом убежище, объяснив, что это будет откровенно недружественный жест по отношению к Российской Федерации. Жить под постоянным прессингом, в неизвестности, в ожидании того, что вот сейчас ты купаешься с детьми в теплом море, а завтра
можешь проснуться в московском СИЗО. Жить с этим всем довольно трудно, дорогие друзья. Я, наверное, половину физического и психического здоровья оставил во Вьетнаме. Бессонные ночи, нервики, гипертонические кризы. Вот это все. А был эпизод, когда мне позвонили и сказали, что все, решение принято, мы тебя отправляем в Россию, готовься там в ближайшие дни. И только через месяц, примерно через месяц, мне еще раз позвонили и сказали, что ну как бы ладно, там, мы подумаем, пока откладывается, ты главное себя веди хорошо, там в интернетах ничего не пиши. И вот этот месяц между этими двумя звонками я ходил с лезвием в башмаке, с обычным канцелярским лезвием, да, положил его в кроссовки, чтобы в случае попытки вывоза меня в Россию вскрыть вены перед трапом самолета. Да, как вскрывать вены, вы, наверное, знаете, да, это надо делать не поперек, а вдоль. Поперек, собственно, неправильно. Истекающего кровью человека в самолет-то не посадят, да, и как минимум отвезут в медпункт. Это позволило бы выиграть, хоть какое-то время, да, чтобы еще что-то сделать. Вот можете представить, в каком морально-психологическом состоянии я находился в этот период. И тем не менее в Россию меня не отправили. Выдача казаков в Лиенце, точнее казака в Лиенце, не состоялась. Меня не экстрадировали просто потому, что технической возможности для экстрадиции не было. Дело в том, что для экстрадиции нужен прямой рейс. Арестовывать меня во Вьетнаме и везти с пересадками через Стамбул, там, через Дубай, это не подходящий вариант, потому что на территории этих стран, в транзитной зоне, я могу начать кричать, звать на помощь, там, кричать, что меня похищают, просить убежище и все такое. Потому что эта экстрадиция не согласована с Интерполом. Да, по сути, это было бы там просто согласованное похищение. И вот поэтому только на прямом рейсе Вьетнам-Россия меня можно было увезти в логово Корком. Прямых рейсов не было, но гнать под меня отдельный чартер я не настолько крупная фигура. Поэтому вот ограничились тем, что отобрали вид на жительство, лишили возможности выезда из страны. В общем, блокировали меня во Вьетнаме с непонятными перспективами. Еще неделю назад я совершенно не представлял дальнейших перспектив. Либо я окажусь в путинском СИЗО и потом поеду шить варежки в Мордовию на много лет, либо я останусь во Вьетнаме без вида на жительство, с заткнутым ртом, с неиллюзорной возможностью отправиться в Россию в ближайшем будущем. Либо случится невероятное, и мне удастся спастись в свободной стране. Вот невероятное случилось. То, что я сейчас не в российском СИЗО, а в Канаде, в безопасности и при этом с семьей, это результат работы многих людей и совпадения многих факторов. Во-первых, я сам защищался как лев, делал все, чтобы спастись, да, обратился в международные организации, которые мне помогли, которые фактически меня спасли, да, международные гуманитарные организации, которые вывезли меня и мою семью из Вьетнама. Также Канада предоставила мне убежище, просто повезло, да, благоприятно сошлись звезды. В общем, эта история со счастливым концом. Тем рашистам, кто принимал непосредственное участие в политическом преследовании меня, когда я находился во Вьетнаме. Стукачам, которые писали на меня доносы в ФСБ и в прокуратуру, рашистским следователям, которые заводили на меня дела, и в особенности так называемым дипломатам из посольства и консульств РФ во Вьетнаме, которые, как мне известно, приняли наиболее активное, деятельное участие в попытках моей экстрадиции в Россию. По сути, это обращение ко всем представителям рашистского режима. Вы хотели и хотите отнять у меня мою семью, вернуть меня в вашу помойку и призвать к ответственности, в кавычках, да, за то, что я обличаю ваши преступления. Давайте называть вещи своими именами. Вы хотели и вы хотите меня убить. Вы планировали меня посадить, сломать, заставить отказаться от своих убеждений. А для меня это не просто равносильно смерти, для меня это хуже смерти. Умереть свободным человеком не страшно. Страшно жить под нелюдью, под вами. Быть униженным нелюдью. Вам это не удалось. Я сумел спасти себя, вырваться из ваших кровавых клешней, и вот теперь просто мне хочется, чтобы вы знали.
за годы жизни во Вьетнаме, на самом деле прекрасной, доброй стране, я разучился ненавидеть. И вот за последний год вам удалось снова научить меня ненавидеть. Ненависть моя к вам, она, кстати, совершенно не кипящая, не эмоциональная, она холодная, она даже ледяная, она абсолютно осмысленная, рациональная. И я хочу, чтобы вы знали, отныне каждое мое слово, сказанное или написанное, будет направлено на разрушение вашего поганого фашистского режима. Каждый мой вдох и выдох, каждое биение сердца, пока оно бьется, будет посвящено разрушению вашего гнусного режима. Каждая копейка, которая у меня появится сверх базового обеспечения моей семьи, самым необходимым, будет передана тем силам, которые уничтожают ваших орков и разрушают ваше ублюдочное террористическое государство. А когда мы победим, а мы точно победим, и до нашей победы и вы, сволочи, и я, да, доживем, и вам придется за это все отвечать. И вот в том числе и за то, что вы пытались сделать со мной, с моей жизнью, с моей семьей, просто знайте, забыто это не будет, прощено это не будет. Не забудемо, не пробачимо. Не забудемо, не пробачим, сонце світить, але небо плаче. Не забудемо, не пробачим, радий бачить, як горить його штанчик. Не забудемо, не пробачим, сонце світить, але небо плаче. Не забудемо, не пробачим, радий бачить, як горить його штанчик. Мой кейс, мой конкретный частный опыт показал в очередной раз, насколько вы никчемные и жалкие утырки. Вот все, за что вы беретесь, вы проебываете. Вы хотели взять Киев за 3 дня, да, а в итоге роете окопы в Крыму и на Белгородчине. Взяв Херсон, вы кукарекали: Россия здесь навсегда, да, а в итоге драпали оттуда, как трусливые зайцы, сдав город без боя. Вы хотели расколоть украинцев на русскоязычных и украиноязычных, планировали стравить их, а в итоге украинцы сплотились, как никогда ранее в истории, сплотились против вас, российских фашистов. Вы хотели демилитаризировать Украину, а в итоге Запад дает Украине все больше и больше современного оружия. Вы хотели остановить расширение НАТО, в итоге в него вступают Швеция и Финляндия, которые раньше о НАТО и не помышляли. Вы придумали, что вы боретесь с украинским нацизмом, а в итоге весь мир справедливо считает нацистами вас. Вы хвастались, что у вас 2-я армия мира, в итоге вы опозорились на весь мир своим ржавым советским металлоломом и понесли потери уже меньше, чем за год, в 7 раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. И вдвое больше, чем американцы за 10 лет войны во Вьетнаме. Вы кудахтали о победе над фашизмом, а в итоге сами стали фашистами. Не победили, а унаследовали фашизм, полностью переняв его идеологию, эстетику и даже внешние атрибуты. И вот, собственно, даже я, да, мой кейс. Вы хотели экстрадировать и посадить неугодного блогера. Ну, ведь он же во Вьетнаме, да, дружественный нам Вьетнам, несомненно, его выдаст. Думали вы своими разжиженными мозгами. Ну, а теперь вот этот неугодный блогер посылает вас на Канады. И будет посылать, и не только посылать. И теперь уже до победного конца. Даже этого вы не смогли. Жалкие вы, нелепые, ничтожные, дегенеративные, криворукие, карикатурные упыри. Хочу ли я вернуться в Россию? Ну, пожалуй, да. Вот есть, знаете, такое ощущение незавершенности какой-то, да? Пока существует этот ублюдочный фашистский режим, да, пока вообще существует эта страна, конечно, я о ней много думаю. И да, я хочу вернуться на обломки, на руины этого режима. Я имею в виду, разумеется, не руины городов, да, я имею в виду именно руины путинского фашистского режима. И что-то мне подсказывает, вот интуиция мне подсказывает, что я туда вернусь. А интуиция меня обманывает редко. Когда наши танки въедут в Москву, я повешу ноги. Когда наши танки въедут в Москву, я повешу ноги. Копай себе могилу, сука подколодная, мы тебя повесим. Копай себе могилу, сука подколодная, мы тебя
вообще не хочу уезжать из Вьетнама, из Ничанга. Как здесь классно вообще. Привык, да? Я привык. Здесь как в своем доме жили. Настолько все душевно, по-домашнему. Последние дни во Вьетнаме прощаюсь со страной, где я прожил почти 9 лет. Испытываю такие двойственные, противоречивые чувства. С одной стороны, это подавленность, растерянность и дикое разочарование. 9 лет познавать страну, учить язык, культуру, историю, строить планы на будущее и в итоге уехать вот так, без ничего, с такими сомнительными надеждами, без накопления абсолютно на другой континент, чтобы на 5-м десятке, а мне в следующем году уже 40 лет, то есть 5-й десяток, начинать все заново. Вот, черт побери, если честно, мне совершенно не хотелось, чтобы моя жизнь была похожа на приключенческий роман. Мне хотелось и хочется быть обычным, простым бюргером, жить простой, размеренной жизнью, растить детей, но вот разным упырям, которые начинают войны, не хочется, чтобы я жил как простой бюргер, им хочется, чтобы я скитался по миру, скрываясь от их фашистского режима. Но с другой стороны, второе чувство – это надежда. Это предвкушение перемен и, без преувеличения, новой жизни. У кошки 9 жизней, говорят, да? У меня через несколько дней начнется 3-я жизнь. Первая жизнь до 30 лет прошла в России. Вторая с 30 до 40 здесь, во Вьетнаме. Сейчас начинается 3-я в Канаде. Где-то там, на северо-востоке, за 14 тысяч километров меня ждет новый континент, новая страна, новый город, новый дом. Я глубоко убежден, что подобные события, подобные перемены, они продлевают жизнь. Я не знаю, станет ли моя жизнь в Канаде лучше, чем здесь. Станет ли она выше по уровню, выше по качеству, я не уверен. Но я точно уверен в одном, что она станет интереснее. А когда жизнь становится интереснее, то и умирать совершенно не хочется. Goodbye, 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 friends. Goodbye, 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 friends. It's time to say goodbye. У нас уже все готово к переезду, мы на чемоданах, и сегодня у нас прощальная вечеринка Вики в детском садике. Сегодня, собственно, последний день, когда она вот в этом детском садике, следующий детский садик будет уже канадский, поэтому мы сегодня прощаемся. Goodbye, 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 friends. Goodbye, 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 friends. It's time to say goodbye. Goodbye. Сборы всей семьей. Тут у нас и мама, там моя теща, и тетушка Мисли, и, в общем, куча народу. Все нам вот помогают собираться. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. Ну что ж, все готово к отъезду, мы возле аэропорта. Вот наша большая семья нас провожает. Вот наш багаж, совершенно необъятный. Два карта, 2 тележки мы заняли. Все, прощаемся с Вьетнамом. Да, аэропорт Таншанят. Следующая остановка Сеул. И потом уже Торонто. Вот Вика, видите, уже морально подготовилась к Канаде. В куртке, в шапке. Соня тоже. Весь этот багаж вместе взятый, надо сказать, не стоит
вот одной вот этой маленькой сумочки, потому что в ней все документы. Без багажа мы в Канаду улетим, а вот без сумочки не улетим. Видите, IOM, International Organization for Migration, Международная организация по миграции. Мы в Сеуле, гейт 255, вылет в Торонто и в Катманду. В Катманду нам, пожалуй, что не надо, а в Торонто самое оно. Девчонки перенесли 5-часовой перелет достаточно стойко из Сайгона в Сеул. Ну, Вика немножко поплакала, но потом успокоилась, заснула. Вот сейчас они дрыхнут до вылета в Торонто, нам 2 часа остается. Конечно, очень сложный перелет. Вот из Хошимина в Сеул 5 часов. И сейчас нам из Сеула в Торонто лететь 13 часов. 13. При том, что вот сегодня 13 января, мы вылетаем в 10 утра по сеульскому времени, а прибываем в 9 утра по канадскому, но при этом не на следующий день, а вот в этот же день, да, 13 января. То есть как бы путешествуем на машине времени на час назад. Вот если, допустим, детектив спросит, где ты был в 9:30 утра 13 января, а мне и сказать нечего. Последняя сигарета в Азии. Следующая уже будет на североамериканском континенте. Итак, ну мы наконец-то в Канаде. В Канаде, в Торонто. Дико совершенно уставшие, но тем не менее очень-очень счастливые. Уставшие, потому что уже больше суток в дороге. Еще один коротенький перелет в Виндзор предстоит. Ну, из Торонто до Виндзора уже буквально 1 час лететь, так что совсем чуть-чуть осталось. Такая уже финишная прямая. Последний рывочек. Вики, how are you doing? How are you doing? В лужах столицы страны дождей вижу вновь свое отражение на земле, что была моей. Давным-давно нет уже меня. Сосны фильтруют балтийский свет. В желтой дымке лучи пульсируют. Жизнь зачеркнута буквой Z, но я новую срежиссирую. В лужах столицы страны дождей вижу вновь свое отражение на земле, что была моей. Давным-давно нет уже меня. Сосны фильтруют балтийский свет. В желтой дымке лучи пульсируют. Жизнь зачеркнута буквой Z, но я новую срежиссирую. Как поет один из главных голосов поколения, Ваня Алексеев, он же Noise MC, кстати, тоже в бегах, в эмиграции. Жизнь зачеркнута буквой Z, но я новую срежиссирую. Собственно, сейчас я режиссирую новую жизнь для себя и своей семьи. Ну а уж какой из меня получится режиссер, Стивен Спилберг или Эдвард Вуд, покажет время. История о попытке моей экстрадиции из Вьетнама стала довольно известной и во Вьетнаме, и в России, и в других странах. Все началось с вьетнамской службы «Голоса Америки», который проявил интерес к моей истории и сделал об этом большое расследование, в ходе которого выяснилось, что я не единственный россиянин, кого преследовали вьетнамские власти за антивоенную позицию. Как минимум еще 2 граждан РФ пытались экстрадировать в Россию, и они спаслись буквально чудом. «Голос Америки» написал об этом несколько статей и взял у меня большое интервью. My name is Sergei Kuropov. I'm a journalist, blogger and a political immigrant in Canada. I came to Canada because I was persecuted, politically persecuted by 2 regimes
Russian regime and Vietnamese regime. I began to support Ukraine with information, began to write a lot about it, about the war, and motivate people to support Ukraine. And in June, the consequences came. The Vietnamese policeman, Can Hoa Provincial Migration Police, came to school where I worked. They took me for interrogation. They interrogated me for several hours, and they confiscated my documents. They demanded that I stop speaking publicly about the war and accusing Russia of war crimes. They constantly threatened me that they would extradite me to Russia, where I'll be imprisoned. They say that in Vietnam it's forbidden to say anything bad about Russia. I asked them to show the law that forbids talking about Russia. They couldn't show it. After that, I showed the policeman the Constitution of Vietnam, which guarantees freedom of speech, freedom of expression, and freedom of dissemination of information. But the policeman said that the Constitution doesn't work in Vietnam. They said it openly and very, very clearly. The Constitution doesn't work here. You know, one policeman, informally, in a private conversation, he said that Russia is a big brother of Vietnam, and to oppose Russia means the same as to oppose Vietnam. He said like that. I'm sure that Vietnamese authorities were under pressure of Russia. Vietnamese people, they are very proud of independence of Vietnam. Very often they talk about that Vietnam protected his independence in many wars, but in fact we see that Vietnam is not so independent as they say. As for every immigrant, it's difficult. Yes, I have to start my life, in fact, from the beginning. I need to find a new job. I need to enroll my children into schools. So yes, it's difficult. But most importantly, that I'm free. I'm free. I'm happy, and now nobody can arrest me or shut my mouth. I think on February 24th, Russia committed suicide. Today being Russian, personally for me, is an endless shame. Shame for the crimes of my country. I would like to tell Russians in Vietnam, in Russia, and all over the world that the fact we're Russians imposes on us much more responsibility for this war, you know, because we are citizens of aggressor country. It was Russia who started the war, and it's Russia that kills Ukrainian people every day and commits war crimes. So we, as Russians, are obliged to resist this, so that later we would not be ashamed in front of our children for inaction. Новость о преследуемых во Вьетнаме россиянах перепостили десятки СМИ, как русскоязычных, так и иностранных. Даже госсекретарю Госдепа США Энтони Блинкену на пресс-конференции в Ханое в ходе официального визита во Вьетнам задали вопрос о нас. В общем, международный скандал получился вполне годный. Вьетнамские власти хотели экстрадировать россиян по-тихому, чтобы никто не догадался. Теперь об этом знают примерно все. Позор на голову вьетнамских властей, без преувеличения, всемирный.
Итак, третья жизнь в Канаде начинается. Впереди много дел, много работы, оформление массы документов, поиск жилья, трудоустройства. В общем, есть чем заняться. Так как я являлся политическим беженцем под международной защитой ООН, то мне и моей семье канадские власти сразу дали постоянный вид на жительство в Канаде. Многие иммигранты ждут его годами. Нам же крупно повезло. В будущих роликах я обязательно расскажу подробно и покажу, где я работаю. У меня нормальная, стабильная, постоянная работа. Это никак не связано с журналистикой. Работаю я сейчас больше руками, и в журналистику меня совершенно не тянет. Прежде всего потому, что СМИ, средства массовой информации, даже как бы независимые, даже антипутинские, такие как там «Медуза», «Радио Свобода», «Голос Америки» и так далее, они занимают по отношению к российско-украинской войне такую, знаете, умеренно сдержанную позицию, как бы над схваткой, да, независимую, не занимая ничью из сторон. Я открыто занимаю сторону Украины, и, собственно, я не вижу для себя места в журналистике. Я не являюсь независимым в этой войне. Это и моя война тоже. Времена, когда слово вообще что-то значило, они прошли. Слова имели значение до войны. Сейчас, когда каждый день льется кровь, то нужно не языком болтать, собственно, а что-то делать. Да, как известно, Канада один из главных доноров Украине. Это и оружие, и деньги, и гуманитарная помощь и так далее. В моем случае работать, платить налоги канадскому правительству, которое помогает Украине, и, да, когда появляются собственные свободные деньги, донатить украинской армии. Все. Никакая журналистика для меня значения не имеет. Больше всего мне хочется выразить благодарность, конечно, Канаде как стране, правительству Канады, народу Канады за то, что они дали мне новые возможности и без преувеличения новую жизнь. За то, что они спасли меня и мою семью. Нет таких слов, которыми бы я мог выразить свою благодарность. Поэтому я буду выражать ее делом, да, прежде всего налогами и лояльностью. Я люблю тебя, Канада. Спасибо тебе за все. Так называемый русский мир – это тот мир, который хотел меня сожрать, переварить и высрать. Лишь за то, что я не молчал о его злодеяниях. А не русский мир – это люди, которые без преувеличения спасли меня и мою семью, дали нам возможность новой жизни. Поэтому мой канал будет посвящен этому нерусскому миру, где мне предстоит жить, и борьбе с тем диким, смрадным и кровожадным русским миром, от которого мне посчастливилось унести ноги. С YouTube мне, прямо скажем, не везет. Первый канал True Vietnam был забанен самим, собственно, YouTube за якобы нарушение, да, которого не было на самом деле нарушения. Второй канал «Нерусский мир» был, что называется, задушен в колыбели. Да, я успел там буквально 2-3 ролика сделать, и мой аккаунт взломали рашисты.
Взломали, удалили канал, все, как бы я его потерял, и вернуть аккаунт тоже не получилось. Там на самом деле есть и доля моей вины, потому что надо больше внимания уделять безопасности своих аккаунтов. Но теперь, да, что называется, я ученый, и вот уже, да, уже новый аккаунт, ну, я надеюсь, взломать будет труднее, чем тот. Это третья попытка, да, Бог любит троицу. Вот я надеюсь, что этот третий канал, тем более он «Америка на троих», да, я его делаю не один, а втроем. Я надеюсь, у него очень хорошее будущее. Ну, как ты по-русски у нас говоришь? Скажи мне, у тебя на пижамке кто у тебя нарисован? Смотри, вот тут. Кто это? Рыба. Кто? Рыба. Рыба. Где рыба? А где Мишка? Дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Это кто? Бык. Скажи, бык. Корова. Корова, да. Соня, а что вот это такое? Что это? Соня, а вот это что вот там вот синее такое плещется? Море. Молодец. Бегемот. Лама. Обезьяна. Овца. Лошадь. Земля. Видите, всех животных знает, но много слов. Это при том, что родной-то у нее вьетнамский, да, дополнительные два языка, русский и английский. Так что ребенок, можно сказать, полиглот. Начиная с 24 февраля 2022 года я перестал учить детей русскому языку. Это что у нас? Арбуз. Арбуз. Аист. Улитка. Улитка. Улей. В котором живут пчелы. Это? О, молодец. О. Это облако. Ослик. Маленькая лошадка. Да, ослик — это маленькая лошадка. Да. А это большой дом. А это? А это дым. Дым. Это что у нас? Самолет. Самолет, молодец, самолет. Собака. Собака. А это кто? Птичка. Птичка. Красивая собака. Красивая собака. Красивая кошка. Красивая кошка, да. А это мальчик. А это? Это девочка. А это мама. Да, видишь, мальчик кричит. Мама, ау. Мама, ау. Бегемот. Это большой бегемот. Очень большой бегемот, очень толстый бегемот. Леопард. Леопард, смотри, какой красивый, да? Большой леопард. Да. А это кто? Это Мишка. Мишка, медведь, да. Это решение, кстати, основано совершенно не на эмоциях. Это взвешенное, осознанное решение, основанное на долгих размышлениях. Я не хочу, чтобы мои дети были русскими. Когда они станут взрослыми, да, там, они уже сами могут принимать решения, учить им русский, не учить, там, считать себя наполовину русскими или не считать. Но пока они дети, пока я несу за них ответственность, я хочу максимально оградить их от этого кошмара, от этой мерзости, от этой блевотины, которая называет себя русским миром. А это кто? Это зебра. Зебра, правильно, дай 5. Ты хочешь на лошади кататься? И-го-го, лошадка, лошадка, лошадка. Лошадка катает Соня. Это обезьяна, шимпанзе. 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 А вот это вот обезьяна горилла. Гаврила. Горилла. Не Гаврила, а горилла. Гаврила. Не Гаврила, Соня, а горилла. Гаврила. Горилла так делает, да? Mommy, this is monkey. Нация, народ – это прежде всего язык. Да? Люди, которые не знают русского языка, никак к русскому миру не относятся. Вот именно этим обусловлен мой отказ
обучать детей русскому языку после российского вторжения в Украину. Вот, между прочим, я за эти несколько месяцев в Канаде, за 4 месяца в Канаде, сбросил уже 5 килограмм, да. С моей предрасположенностью к полноте это очень даже хорошо. А почему? Все потому, что вот велосипед. Велосипед решает. Это у меня тут главный транспорт. Я езжу в основном на велике, на работу, с работы. И это очень хорошо. Здесь, кстати, много людей на великах. А как же машина, спросите вы? Действительно, без машины в Канаде трудно, особенно с семьей. Дело в том, что во Вьетнаме я ездил на мопеде, поэтому автомобильных прав у меня нет, и их в Канаде приходится получать с нуля. Я уже сдал тест на теорию, получил права G1 ученические, теперь жду 8 месяцев и в ноябре получу полноценные права и буду ездить. Это видео мне хочется подытожить одной фразой. Я ни о чем не сожалею. Вот сейчас, оглядываясь на свою жизнь, на прожитые годы, я думаю, что эта жизнь была чередой правильных выборов. Иногда вот я думаю, ну а что, если бы я, например, поступил как-то по-другому, там, в ключевые переломные моменты? Там, что, если бы в России я сломался, забил бы на совесть и стыд, и стал бы пропагандоном, но тогда еще, допустим, в 2014. Да, к чему бы это привело? К петле, к алкоголизму, я не знаю, к бессонным ночам, к сумасшествию. Ну, точно ни к чему хорошему это не привело бы. И, собственно, поэтому я поступил правильно. Во Вьетнаме в прошлом году, если бы я засунул язык в задницу, как они хотели, да, перестал бы там писать, говорить, вообще высовываться. Но это удел раба, это удел ничтожества. Таким образом, да, я думаю, что я в ключевые моменты своей жизни делал правильные выборы, и рано или поздно я должен был оказаться в нормальной, свободной, цивилизованной стране, где можно спокойно, свободно жить, не боясь тюрьмы за свои взгляды. Вот здесь, когда я сейчас в Канаде, у меня впервые за 3 года появилось ощущение будущего, взгляд вперед, да, в перспективу. Потому что, начиная с 2020-го, я жил без будущего. Да, в 2020-м началась пандемия, и я потерял любимую работу. Я потерял большую часть дохода, и непонятно было, что дальше делать, непонятно было, когда это закончится, и закончится ли вообще. Да, я нашел другую работу учителем, но это было все равно, как бы, это было не мое. Да, и я вот все что-то ждал, но там, будущего я не видел. В 2022, когда началась война, то просто вся жизнь перечеркнулась буквой Z. После начала преследований, начиная с лета 2022, я думал только о том, как вообще себя спасти и не уехать в Мордовию, шить телогрейки. И только вот здесь, да, вот когда я приехал сюда, вот я вышел на набережную с видом на Детройт, и впервые вот это за долгие годы, да, вот это забытое чувство, когда у тебя есть будущее, оно вот ко мне вернулось. И это, пожалуй, самое главное вот чувство, которое я испытал в первые дни в Канаде. Это чувство и сейчас со мной, оно меня не оставляет. Все хорошо. Да? Впереди хорошее, большое, светлое будущее.
На этом на сегодня все. Следующие видео будут от Антона из Нью-Йорка и Гены из Мексики. Ну а потом снова я. В своих будущих видео я подробно вам расскажу о том, что вообще за город Виндзор, в котором я живу. Я расскажу о своей работе, о своей семье, ну и вообще, да, о том, о Канаде как таковой, да, о том, как мы здесь живем, чем занимаемся. Помогайте сбруйным силам Украины. Украинская армия — это единственная на сегодняшний момент сила, которая борется с фашистским путинским режимом. Ссылки, как помочь украинской армии, в комментариях. И подписывайтесь на канал «Америка на троих», пока не поздно.